Максику пару дней назад исполнилось 5 месяцев. Он у меня еще маленький, но скоро уже можно будет ему кашки покупать, пюрешки. Вот. Я с ним разговариваю с самого его рождения. Вот. Развивающие игры ему купила, рисую с ним. Бабушка мне всегда говорила, что с ребенком нужно разговаривать с самого его рождения. Вот. И поэтому я все равно знаю, что он меня понимает, что он слышит меня. Я верю, что он вырастет очень хорошим сыном, буду им гордиться. Он будет для меня отрадой, отдушиной. Алиса отказалась от общения с родными и близкими ей людьми, пожертвовала любимой профессией, перестала видеться с друзьями. И все это ради того, чтобы целиком посвятить себя воспитанию маленького сына. Каждая женщина имеет право на счастье. Для меня счастье – это мой сын. Я не представляю, что бы я делала без него. Мы с бывшим мужем были женаты 4 года. Я очень хотела иметь детей, но он тоже был не против. Мы стали ходить по врачам, проверяться. Мне назначили лечение. 1,5 года я лечилась. Сколько таблеток перепробовала, сколько мы денег потратили. А потом я пришла на плановый осмотр, и мне сказали врачи, что я не могу иметь детей. Что у меня хромосомная патология, бесплодие. И что ЭКО в моем случае невозможно. Такое случается, когда в организме человека что-то идет не так, что-то ломается. И возможность иметь собственных детей практически равна нулю. Острое желание родить первого ребенка во что бы то ни стало пробуждается у женщины примерно к 35 годам. И заключение врачей бесплодия причиняет глубокие страдания. И это понятно. И женщина в этот момент задает себе вопрос: каким образом реализовать свое биологическое предназначение? Кому подарить любовь для своего ребенка? Нашей героине 25 лет, и ее потребность протестовать против действительности чрезвычайно высока. Героиня делает все возможное, чтобы показать: я против, я не согласна с существующим порядком вещей. У нас было очень много скандалов из-за этого. Мы обсуждали суррогатное материнство. Но мою яйцеклетку использовать было нельзя, нужен был донор. А для меня это все равно, что воспитывать чужого ребенка. Это все равно, что взять его из приюта. Я не хотела никогда быть матерью для кого-то другого. Я хотела бы, чтобы ребенок был похож на меня, чтобы он был мне родным. Но я мужу так и сказала. Он спросил, чего я хочу, но на тот момент я знала, что для женщин в моем положении есть выход. И я сказала: я хочу реборна. Ребенка, который станет для нас родным. Это не живые младенцы, это куклы Reborn, что в переводе с английского означает «заново рожденный». Такие младенцы появились в начале 90-х в США. Художники скупали фабричных пупсов и превращали их в новорожденных детей. Тогда это был художественный акт и метод психотерапии. Реборнов использовали для демонстрации ухода за недоношенными детьми, а также для психологической помощи молодым мамам. Я одна из первых в России, кто начал заниматься росписью кукол Reborn. Каждой своей кукле, которую я делаю, я даю сертификат. Это сертификат о рождении. И поэтому считается, что ты не покупаешь куклу, а как бы ее усыновляешь. Свидетельство, в котором записано название заготовки, с которого сделана кукла, ее вес, рост и дата, когда она появилась на свет. Вес Reborn приравнен к весу ребенка. Кукла Reborn очень похожа на маленьких детишек, а я иногда хожу со своими куклами в магазин подобрать одежду или чего. Пока кукла просто у меня на руках, и я иду с ней, никто даже не думает, что это кукла. Там, если я положила на прилавок и хочу ей что-то померить, тогда, конечно, народ удивляется. Мы с мужем из-за этого и развелись. Я хотела ребенка, своего ребенка, но он меня не понимал. Сначала он воспринял мое желание как шутку, пластмассовая кукла. Но потом он понял, что я не шучу. Он понял, что для меня это важно. И мы друг друга абсолютно не понимали. Ну, из-за этого мы расстались. Но я бы и сейчас так поступила, потому что Максимка – моя душина, мое счастье, моя жизнь. Реборнинг – это обычный тренажер. Человечество придумало огромное количество вспомогательных вещей и механизмов. Люди привыкли называть именами машины, гаджеты и многое другое. С
помощью точной имитации младенца можно подготовить будущих родителей в нарабатывании некоторых специфических навыков, важных при уходе за первенцем. Все материалы для создания кукол мы заказываем с иностранных сайтов. Это заготовки, волосы, глаза, иголки для рутинга, для прошивки волос, краски. У нас этого, к сожалению, купить нельзя. Волосы кукол прошиваются в голову специальными такими иголками. Каждую волосинку отдельно изнутри, из головы волосы заклеиваются клеем, чтобы они хорошо держались. Если у реборна длинные волосы, то я прошиваю натуральные волосы, которые продают для наращивания волос. Куклам Reborn я ставлю выдувные стеклянные глазки, немецкие ручной работы. Они наиболее интересные по расцветке, больше похожи на натуральные. Для того, чтобы расписать куклу максимально похожую на настоящего младенца, надо знать какую-то анатомию, где проходят вены, когда рисуешь, как располагаются складочки у ребенка, чтобы в нужном месте затемнить или наоборот выделить. Начали создавать малышей из силикона. Это более материал приближенный к человеческой коже. Делают какие-то элементы дыхания, сердцебиения. Может быть, они когда-нибудь будут писать и разговаривать. Я работаю дома на телефоне с 9 вечера до 3 часов ночи, оператором по заказу пиццы. Это помогает мне быть самостоятельной, не зависеть от родителей. Потому что на работу по специальности я выйти сейчас не могу, ведь у меня ребенок. Морозною зимой вдоль опушки лесной шел медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Эта виниловая кукла смогла заменить Алисе целый мир. Почему молодой девушке так комфортно жить в своем придуманном мире, невзирая на массовое непонимание вокруг? Мне уже плевать, как к этому люди относятся, правда. Никто меня не понимает, мои родители меня не понимают. Я им пытаюсь объяснить, что это их внук. Но им все равно, им гораздо важнее, что мы с мужем развелись. Я такая же мать, как и другие. И мой ребенок также заслуживает любви, ласки. И для меня главное, чтобы мы были счастливы. Алиса, вероятно, встроила в свое сознание и зачатие, и беременность, и роды. Судя по реакциям Алисы, молодая женщина убедила себя в том, что она сама в одиночку растит своего ребенка. Алиса, безусловно, ответит на любой вопрос, связанный с развитием муляжа. В ее картине мира все логично и объяснимо. Но только опасность в том, что близкие-то Алисы видят совершенно иную реальность. Сейчас Алиса – счастливая мать. Но сознает ли девушка, что ее ребенок никогда не сможет посмотреть на нее и сказать «мама»? Мой ребенок ничем не отличается от других детей. Он также растет, развивается, смеется. Я хочу и готова через это все пройти. И если кто-то пытается разубедить меня, пытается сказать, что это просто кукла пластмассовая, это просто глупо. С каждым годом, мне кажется, что в России растет интерес к куклам Reborn. А я часто делаю кукол Reborn на заказ по фотографиям. Детки так быстро растут, и каждой маме хочется как-то продлить этот момент. Это была одна девушка, она просила перешить волосы ее малышу, потому что он как будто бы уже вырос. Если есть такое желание как-то создать какой-то более подросший образ, надо делать куклу по новой, с другой заготовки и создавать заново. Заготовки для кукол Reborn сейчас выпускают от совсем крошечных, от недоношенных младенцев до больших, взрослых, крупных девочек. Мне кажется, что для женщины самое главное быть счастливой. А я счастлива, потому что у меня есть ребенок. Это то, чего я всегда хотела. Возможно, сейчас для Алисы Reborn это единственное спасение от одиночества. Но почему молодая девушка нашла утешение в кукле и подарила материнскую любовь неживому существу?
Воспитание куклы, покупка для нее одежды, кормление – это не совсем нормальное поведение, которое требует диагностики и разбирательства, ведь подобные действия составляют опасность для душевного благополучия Алисы. Я хочу продемонстрировать, какой итог ожидает нашу героиню уже через несколько месяцев. Для матери очень важно получать от ребенка отклик на свои действия. Алиса же лишена ответной любви, так как воспитывает неживое существо. Возможно, еще некоторое время девушка сможет убеждать себя в том, что она слышит плач, смех, чувствует дыхание своего ребенка. Но когда придет осознание, что реборн не способен к развитию и в нем отсутствуют признаки живого ребенка, реальность девушки вступит в противоречие с жизнью. Алиса останется непонятой окружающими, озлобленной от бессилия что-либо изменить, и самое ужасное – одинокой. С каждым днем реборнинг набирает обороты и становится темой обсуждения многих людей. Для кого-то эти куклы – просто забава и любовь к необычным предметам, а для кого-то они являются отдушиной, радостью и единственным смыслом жить дальше. Ведь эти виниловые малыши для своих родителей больше, чем просто игрушки. Им дают имена, покупают кроватки и никогда не перепродают. Создание такой куклы похоже на рисунок. Сначала это набросок простым карандашом, потом он приобретает тени и цвет. Но способна ли эта игрушка ожить от настоящей материнской любви?